Привет, я Саша Капуста, это канал «Твой шрифтовый фетиш», серия видео по созданию вариативного шрифта FontLab. А в этом уроке мы с вами поговорим о вариативных компонентах в нижнем регистре. Для примера настройки пропорций возьмем цифру 7, потому что она находится идеально на базовой линии и высотой с прописные буквы, то есть нет никаких овершутингов и так далее. То есть мы просто можем максимально корректно уменьшать в нужное нам количество процентов. Поэтому выбираем subscript 7, то есть нижний индекс, открываем этот глиф, и вот он у нас находится здесь. Высота 700 на базовой линии. Теперь нам нужно его уменьшить. Если вдруг они у вас не добавились, конечно же, мы добавляем компоненты через вот этот пункт меню. В общем, как обычно, компоненты добавлять вы умеете. Но по идее, если у вас включена настройка добавлять компоненты при создании ячейки, они у вас автоматически, как у меня, здесь добавились. В общем, мы открываем семерку, и теперь нам нужно уменьшить этот компонент до 60%. Делаем мы вот что. Я могу вот здесь прописать сразу 60 и вот здесь прописать 60. И она у меня уменьшилась автоматически до 60%. Рядом поставлю семерку, чтобы примерно видеть, как она выглядит. Вот. Теперь нам нужно ее сместить на высоту 350 юнитов. Почему? Потому что она у нас должна находиться по средней линии, а все, что лишнее, будет уходить ниже базовой линии. Поэтому мы берем, увеличиваем. Если линейка у вас не включена, нажмите Ctrl-R, она у вас появится. И теперь мы ее просто вот так уменьшаем до высоты 350 юнитов. И она у нас уходит вниз до минус 70. Нас это полностью устраивает. Теперь можно поставить рядом еще несколько цифр, чтобы примерно понимать, какие пропорции должны быть у этой уменьшенной семерки. Теперь нам нужно настроить насыщенность этой семерки. Как вы помните, это у нас возможность реализована за счет вариативного компонента. Во-первых, если мы кликнем на компонент, у нас появится вот такая вот штука, она позволяет нам ее по-всякому деформировать. Но это не то, что нам нужно, поэтому мы это дело отменяем. Вообще не пользуюсь никогда этим. В общем, что мы здесь можем сделать? Во-первых, ее немножко сейчас сместим ближе к центру. Можно нажать точку с запятой, чтобы у нас она автоматические метрики вот здесь выставила. Итак, мне нужно сделать так, чтобы она по толщине больше соответствовала вот этой семерке и другим цифрам. Мы вот здесь видим, что она достаточно светлая. В верхней части Property Bar, если вдруг она у вас не включена, View, Control Bars и Property Bar, мы находим вот такой вот иконку с слайдерами, открываем ее, и теперь здесь мы можем менять ее насыщенность и ширину. Причем, несмотря на то, что у нас это ограничено с осями вариативности, мы можем выходить за пределы значения 300 и 700, то есть делать ее еще более жирной. Поэтому благодаря вот этому значению, единственное, здесь не в реальном времени происходит. Вот здесь я, во-первых, выставлю стандартное значение, а вот здесь я немножко его, это у нас слой medium. Вот если я выбираю, отпускаю, она обновляется. И вот мне нужно теперь найти подходящее положение. Допустим, пускай это будет 650. Запомним это положение, отменяю. Смотрим, выглядит очень, скажем так, светло. Пишем здесь 650. Нажимаем пробел. Вот у нас все обновилось. Теперь эта цифра у нас смотрится, очень даже хорошо, так как нужно. Не выбивается особо из общего ряда цифр. Теперь нам нужно повторить все то же самое и сделать это для других слоев. Мы можем также зайти в нужный слой, вот это все дело уменьшить и так далее, все подстроить, положение и так далее, все это вручную сделать, но когда их достаточно много, делать это не очень удобно, поэтому нам бы это все дело автоматизировать. Для того, чтобы не делать это вручную, мы можем скопировать свойства
компонента вариативного, который мы с вами извиняли. Да, это в принципе не обязательно вариативного компонента, любого компонента свойства, именно его характеристики, сжатие, масштабирование, вот какие-то такие положения в пространстве, кстати, мы можем скопировать. Поэтому выделяем этот измененный компонент, и теперь мы можем во вкладке Elements нажать вот такую иконку с двумя вот такими листиками. Это первый вариант. Тут прямо написано у нас скопировать трансформацию элемента. Либо можем выбрать нужный нам элемент и во вкладке Edit, Copy Elements, Transformation можем скопировать также его положение. Теперь выбираем любой компонент, который нам нужно изменить на другом слое, и жмем Ctrl-V на нем. И он у нас уменьшается и становится ровно в ту самую позицию на оси координат с такими характеристиками трансформации, там наклона и еще что-то, что может быть. И повторяем это сразу на всех слоях. Так. Тут это вставить мы не можем, поэтому я просто Ctrl-V использую. Это удобно, потому что не нужно вручную подбирать размеры на каждом слое. В общем, вот мы сделали это здесь. Жмем точку с запятой, чтобы метрики автоматически выставить. И смотрим. Здесь мне не очень нравится, насколько он также худеньким таким смотрится на фоне больших цифр. Поэтому снова захожу сюда и выкручиваю здесь на максимум. Это максимум, что нам доступно, но нам этого достаточно, потому что сильно жирными они тоже быть не должны. Вот, выходим сюда. На слой Light также кликаем. И здесь уже немножко, можно на 400, например, сделать. И в принципе этого достаточно. Сильнее, можно еще немножко, например, сделать 430. Вот так, в принципе, нормально. Например, в слое Condensed Light мы не можем просто взять и вот так его увеличить на 450, как мы это делали в слое Light обычной ширины. Если мы сейчас проверим, посмотрим, здесь у нас 430. Допустим, я поставлю здесь тоже 430, потому что вроде бы как бы он же меньше, такой же легкий, должен быть такой же толщины. Но да, он такой же толщины получается, наверное, но это слишком много, потому что если мы наведем курсор мыши на эту цифру, мы видим, что толщина точнее этой диагонали 40, а при этом толщина оригинальной цифры у нас 38. Так быть не должно, она заметно теперь тяжелее выглядит. Поэтому периодически, когда вы делаете такого рода уменьшения, просматривайте с оригинальными цифрами, какие у них размеры, потому что такого рода индексы, они, как правило, всегда чуть меньше, чем оригинальные большие цифры, потому что пропорционально, если мы ее уменьшили, то и все ее толщины тоже должны быть немножко меньше, но не на все 60%, а вот как вот найти золотую середину нужно между ними. Поэтому, в общем, здесь я выбираю и ставлю здесь, где-то, наверное, пускай будет 380. Сравниваем с оригинальной цифрой 7. Здесь 38, здесь 34. Смотрим. Можно чуть-чуть ее сделать потолще. Допустим, вот так. Нажму точку с запятой, чтобы уравнять метрики. Смотрим. Теперь она немножко выглядит тяжелее. Поэтому все-таки, наверное, 380. Это то, что нам нужно. Смотрим. В принципе, да, так меня устраивает, пускай это будет. Это особенно важно делать, когда у вас совсем тонкие есть начертания, по 10 юнитов и так далее. Там нужно прям вот миллиметр в миллиметр, грубо говоря, юнит к юниту все это подстраивать, чтобы оно и не чернило, и при этом сильно тонко не выглядело. И, в общем, такие вариативные компоненты нужно прям вот каждую пропорцию каждого слоя подбирать вручную. При этом, если вдруг вам кажется, что она достаточно узкая получилась, мало ли вдруг, вы можете ее немножко даже и уширить. Потому что в моем шрифте есть 4 крайних мастера, поэтому я могу ее сделать не просто чуть-чуть насыщеннее, но и чуть-чуть пошире. Например, я настолько могу ее увеличить, но это уже, конечно, перебор. Но тем не менее, комбинируя разные настройки осей, все оси, которые у вас есть в шрифте, вы можете использовать при настройке вариативного компонента. Сейчас я это верну обратно, здесь мне не нужно, просто показываю вам для информации, как иногда можно компенсировать слишком уж маленький размер индексов на фоне больших цифр. Можно ее чуть-чуть расширить, чуть-чуть сузить, или как-то иначе с ней поработать. Теперь у нас есть полностью настроенная для всех размеров цифра, но теперь нам нужно настроить ее метрики. Я сделаю их размером с маленькую букву, или в принципе нет, я сделаю размером с нолик, обычный.
Просто потому что не хочу заморачиваться с пропорциями. Это индексы, идеальное положение относительно других символов нам здесь делать не нужно, поэтому вот здесь прям можно максимально упростить все. Копирую на другие слои выражения. Проверяем, все, у нас скопировалось. Теперь у нас есть, в общем, эталонная цифра 7. Помечаю ее зеленым цветом. Она полностью готова. Во всех начертаниях все у нее идеально, все хорошо, метрики настроены. Теперь мы можем ее просто скопировать в все остальные ячейки. Я беру и вот сюда вставляю с заменой текущего содержимого. Жму. Ага, он за раз только одну вставляет. Ну, не страшно. Вставляю в каждую из них. Это мы пока делаем нижний индекс. Это у нас subscript, она же inferior. Если по ходу этого урока у вас возникли вопросы, то задавайте их в комментариях на русском или английском языках. Этот курс залит сразу на несколько видеоплатформ, а значит я могу их не увидеть. Поэтому подписывайтесь на канал в Телеграме и задавайте вопросы в чате «Делаем буквы». Все дополнительные материалы будут выложены на сайте «Твой шрифтовой фетиш». Там же вы сможете найти шрифты Rayер и Zasker, которые я упоминал в курсе. А еще делайте скриншоты вашего шрифта, хвастайтесь в соцсетях и отмечайте «Твой шрифтовой фетиш» в публикациях с этим хэштегом. Мне и вашим шрифтовым коллегам будет интересно посмотреть на ваши успехи в ходе этого курса. Если видео оказалось для вас полезным, подписывайтесь на канал, ставьте лайк и увидимся в следующих уроках.